Почему Красная площадь так называется? Красная площадь – главная и самая известная площадь Москвы и России. Она очень большая, 300 метров в длину и 70 метров в ширину. Раньше ее использовали как место для рынка, а сейчас каждое 9 мая там проходит крупнейший в России военный парад. Возможно, вы слышали, что Красная площадь получила свое название из-за красных кирпичей или цвета коммунистической символики. Но это не так. Площадь была построена в конце XV века. Вокруг нее стояли только деревянные здания. В те времена не было ни кирпичей, ни коммунистов. На самом деле название площади происходит от слова «красный», которое в древнерусском языке означало и «красивый», и «красный». На Красной площади стоит Кремль, самая большая средневековая крепость в мире, которая включает в себя 4 дворца и 4 собора. Сейчас это официальная резиденция президента Российской Федерации. Самое известное здание России – собор Василия Блаженного – тоже стоит на Красной площади. Он был построен по приказу первого царя России Ивана Грозного почти 500 лет назад. Это настолько красивое здание, что именно из-за него площадь была названа красивой. Но самое необычное место на Красной площади – мавзолей Ленина. Ленин был главным организатором Октябрьской революции и первым лидером Советского Союза. Он умер в 1924 году, и с тех пор вы можете увидеть его забальзамированное тело в мавзолее. Почему Красная площадь так называется? Красная площадь – главная и самая известная площадь Москвы и России. Она очень большая – 300 метров в длину и 70 метров в ширину. Раньше ее использовали как место для рынка, а сейчас каждое 9 мая там проходит крупнейший в России военный парад. Возможно, вы слышали, что Красная площадь получила свое название из-за красных кирпичей или цвета коммунистической символики. Но это не так. Площадь была построена в конце XV века. Вокруг нее стояли только деревянные здания.
В те времена не было ни кирпичей, ни коммунистов. На самом деле название площади происходит от слова «красный», которое в древнерусском языке означало и красивый, и красный. На Красной площади стоит Кремль, самая большая средневековая крепость в мире, которая включает в себя 4 дворца и 4 собора. Сейчас это официальная резиденция президента Российской Федерации. Самое известное здание России, собор Василия Блаженного, тоже стоит на Красной площади. Он был построен по приказу первого царя России Ивана Грозного почти 500 лет назад. Это настолько красивое здание, что именно из-за него площадь была названа красивой. Но самое необычное место на Красной площади – мавзолей Ленина. Ленин был главным организатором Октябрьской революции и первым лидером Советского Союза. Он умер в 1924 году, и с тех пор вы можете увидеть его забальзамированное тело в мавзолее.